Приветствую вас, друзья. Небольшой видеоролик я посвящаю это как комментарий. Комментарий для профессора уважаемого из Китая, который популярен сейчас на Ютубе, его прогнозы о военно-политической ситуации на Ближнем Востоке и тому подобное. Но я смотрю его видеоролики на его канале, и мне хотелось сделать комментарий по поводу концепции его о роли Библии, об устройстве мира. Такой интересный комментарий мой. Смотрите, уважаемый профессор, у вас есть там несколько очень хороших, точных замечания, интерпретация интересная у вас. Смотрите, что я вам хотел сказать. То есть монада какая концепция, да? Вот так вы ее рисуете, правильно, да? Монада, некое единое состояние, от которой исходят вибрации. Вибрации частотные, да? Нарисуем вот так три цвета, да? Вот, чтобы было как-то более наглядно. Вот. Исходит вибрации, и о которых вы говорите, что в конце где-то здесь в какое-то состояние мы материализуемся. Вот мы материализуемся в нашем теле. Мы люди. Так вот, что мне хотелось, какое соображение свое высказать. То есть вы говорите о роли Библии, о Старом Завете, о всех историях, которые там прописаны, и говорите, такое соображение у вас правильное. Я тоже с вами согласен, что, вероятнее всего, Библию писала женщина. Но в этот момент мы отправляемся к началу Библии, из библейской истории о сотворении мира, и мы видим, что был сотворен человек. Это был не мужчина, правильно? То есть, когда Бог сотворил человека, Он не сказал, что это мужчина, правильно? То есть, сотворил его из того, что было, да, из пепла какого-то, сотворил этого человека, и потом говорит, что рассуждает, надо ли бы ему создать еще одного какого-то подобного ему. И он создает, вот, и там по тексту идет, создает женщину, да. Так получается, что вот момент тут вопрос, да, вопрос. И вы делаете такой вывод, интересно, правильно, да, что как бы женщина создается из ребра мужчины. Если это мужчина, теперь когда их двое, то тогда получилось разделение, да, из ребра мужчины. Но мы представляем себе, что они разделены, вот видите, как бы разделены. Хотя, по-видимому, они не были разделены до того момента, когда они вкусили запретный плод. Правильно? То есть, смотрите, теперь у нас в этой концепции получается, что, как вы правильно говорите, что женщина более совершенное существо, потому что оно создано уже из плоти, из какой-то вот из ребра, из этого вот ребро взяли у него, у этого мужчинки, и сделали из нее женщину. То есть в этом вопросе она получается совершенство. Совершенство. То есть она более совершенна, да? Более совершенное творение, чем мужчина, да? Первоисточник, да? То есть, смотрите, что получается интересно. Теперь мы вот в этой концепции монады движения частоты, вибрации, да? На разных уровнях, там материализм, материальное тело, там какое-то распадающееся тело, там духи, там демоны, ад, и доходит там рай, тут божественное создание и так далее. Смотрите, вы сказали, да, что
женщина писала Библию. Ну, вопрос, а почему она ее писала? Вы такой вопрос себе не задали? А смотрите, что интересно. Так вот у нас вот женщина и вот мужчина. И она совершенство. То есть если она совершенство, то она приравнивается уже к Богу. И она так говорит, в нашей повседневной современности мы часто видим такие наклейки даже, да, мемы всякие разные, на автомобилях наклейки «Я богиня», да. Вот богиня она себя считает, я богиня. Вот она уже богиня, она уже совершенство в этом моменте, материализованном. Соответственно, она находится в настоящем моменте, она настоящая богиня, и она находится в настоящем моменте постоянно. Будущего никакого для нее нет, и прошлого для нее нет. То есть будущее, как вот здесь, где у нас высший Бог, у которого тоже нет ни будущего, ни прошлого, он находится в вечности. То есть она в настоящем. То есть фактически она находится в вечности. Вечность. Настоящая вечность. И, соответственно, никаких мотиваций к будущему какому-то у нее нет. Ну, для чего и творчество, как вы говорили, да? Вы правильно говорите, что здесь мужчина тут мотивируется к творчеству. К творчеству или к сотворчеству, да? К сотворчеству с Богом. То есть существует такая обратная связь взаимная. Вот это. Поэтому эта вибрация и распространяется в разные стороны, распространяется, и она как-то дышит, получается, такое дыхание получается вибрации, когда мужчина и женщина познают яблоко с дерева вот этого самого, и начинается дыхание вот этого самого, вибрации, правильно? То есть люди начинают менять состояние вот этой монады. Вот эти люди, потому что в них образуется эмоциональное состояние, у них меняется энергия, и у них появляются какие-то чувства, они ощущают там свою наготу, правоту, неправоту, они начинают вступать в вот этот диалог с Богом, в некоторые споры, там, да, которые вы рассказываете, в Библиях описано много таких сюжетов, когда человек общается с Богом, и в таком диалоге его пытаются переубедить в чем-то, да? То есть, соответственно, он участвует как в сотворчестве, находится. То есть для мужчины существует некая перспектива, да? Какое-то будущее. То есть когда он общается, то вот это сотворчество какого-то будущего. Вот будущего развития вот этой монады, вот этого вибрации, куда-то она распространяется, как там меняется и так далее. Но для женщины она уже богиня. Этого не существует ничего. Ловили? Теперь у нее, она как богиня, соответственно, она материализована. И получается, вы же правильно заметили о том, что она общается в рае со змеем. Со змеем общается, самостоятельно принимает решения, какие-то выводы делает. То есть, вот, и это подчеркивает, что она более совершенное существо, творение, вы же понимаете. То есть она не и сотворение, она более совершенное существо. Все, она общается самостоятельно, мужчине не говорит о том, что она общается со змеем, о таких серьезных вопросах, запретах, которые создал Творец, запретил им питаться и плодами с этого дерева. Да? Соответственно, мы понимаем, что дальнейшее развитие этой пары, этого общества, оно уже предназначено, как бы предсказуемо, оно уже записано в этой монаде вибрации. То есть в вибрации уже это имеет движение дальнейшее. Понимаете? То есть будущее как бы уже оно существует в этих вибрациях. И они раскрываются, вот это раскрывается, как цветок лотоса, там такое есть восточное понятие, азиатское, что движение вот это общество, этих людей уже определено. То есть он изгоняет их из рая и говорит, вы наказаны, вы согрешили, там еще что-то и так далее. И они отправляются, мужчина отправился трудиться на земле, да?
добывать средства к существованию. А женщина, ну, он ее не сильно наказал, получается, правильно? Абсолютно. А наоборот, как бы он ей сообщил, что вы будете рожать, ну, в муках каких-то, да, в муках рожать. И вот этот интересный вопрос. Таким образом, у нас роль женщины в социальной структуре повышается, да? То есть она продолжительница рода, правильно? Соответственно, ценность ее уже определена. И поэтому, когда мы говорим о развитии этого общества, и вы правильно говорите о том, что женщина писала Библию, она там говорила об отношениях с мужчинами там, и так далее, ревности какие-то были там описаны, какие-то ситуации. И женщина является таким, в этих историях, когда пропаганда там производилась и отбеливались какие-то личности от их поступков, то именно показывали, фон на женщину показывали. Что вот если он через женщину действует, мужчина, через женщину, то это ничего страшного. То есть причиной, если является женщина его поступков, то этот поступок уже оправдан тем, что им движет какие-то чувства к женщине и так далее. И вы об этом говорите интересно очень. Смотрите, теперь у нас образуется какое первое общество, которое до сих пор существует? Племя называется-то. Племя. Вот откуда племя-то образовалось? От того, что вот эта женщина, богиня-то, она, чем она занимается? Она занимается собирательством. Ее больше ничего не интересует. В настоящем моменте она занимается собирательством, до сих пор она занимается собирательством женщина каких-то эмоциональных состояний, чувств, восприятия, которые она непосредственно в настоящем моменте транслирует вот сюда. Уловили? Ей не надо ничего делать, никаких-то войн, там, завоевания, какие-то открытия, какие-то ремеслом заниматься, какое-то творчество делать и так далее. То есть вот этот сложный материалистический путь, проходить через сотворение какого-то продукта, какого-то вот этого творчества, там, ей не надо это делать. Ей достаточно восприятие свое организовать внутреннее, какой-то собрать какие-то эмоции, чувства собрать. И это все, она же совершенство, она уже богиня, она напрямую сюда транслирует. Уловили? Поэтому наша богиня становится богиней и в обществе. То есть у нас образуется матриархат, условно. Матриархат в племенных отношениях. Соответственно, женщины в этих племенах, то есть как бы, такой административный уже какой-то исполнительная, какая-то там законодательная, да, роль у них. И очень высокая роль. Соответственно, она, потому что взаимодействует непосредственно, влияет, видите, на монаду с самого верха, сюда отправляет свои эмоциональные состояния. Она непосредственно может... А мужчина, он что делает? Он находится здесь внизу. Как бы вот то, что это влияние пришло сюда, он материализует здесь. Он здесь ощущает на себе это все. Уловили? Поэтому племенное отношение было в этих цивилизациях, как мы их называем, там египетская цивилизация, там еврейская цивилизация, там персидская цивилизация, там и другие цивилизации, они были построены на основании вот на этом. Формально оформлено было так, что мужчины сидели в кресле, да, цари были формально, потому что они непосредственно, им надо было участвовать в сотворении, вот здесь находились они. То есть им надо было ощущать эту всю материализацию, вот это все движение. То есть стабильность, чтобы была более-менее, да. И смотрите дальше что. Поэтому женщина и является писательницей, или сочинительницей, или пересказательницей вот этой Библии, как и инструмента, общественного инструмента. Смотрите дальше. Теперь у нас имеется какая такая интересная задачка о том, что женщина,
как богиня, как руководительница или руководительница племени такой. Может быть, даже она как-то за спиной находится мужчины, да? Может быть, как-то, ну, она руководит непосредственно, фактически. Потому что от нее, вот она идет, видите, куда идет? Напрямую, без вот этого посредничества. Это мужчине необходимо там обратиться к духовному, обратиться там к демоническим состояниям, обратиться там к каким-то благородным или неблагородным там действиям, там, которые потом оправдываются или не оправдываются в историях его взаимоотношений с женщиной. Правильно? И тогда, когда вот это вы говорите правильно, пропагандистский какой-то там прием, когда какого-то лидера там государства, царя какого-то оправдывают через пропагандистскую какую-то историю, перевернутую, там, да, что он якобы через женщину совершал эти поступки, и она его мотивировала к каким-то поступкам неблаговидным, да, убийством там, и так далее, борьбе за власть хоть там и так далее. И ему приписываются такие ошибки. Понимаете, что поэтому, вот, ну, то есть, как бы отправляет сюда, ловили? А таких женщин много, ну, в племени много женщин. И все женщины на себя проецируют эту ситуацию. Понимаете? Когда они все это проецируют на себя, напрямую все уходит сюда. Эмоциональное, ментальное, чувственное состояние женщины, без никакого творчества, сотворчества, делания никакого. Ей ничего не надо. Она прямо находится в настоящем моменте, в вечности вот этой. И от нее прямо сюда уходят эти вибрации. Обратная связь прямая происходит. То есть поэтому это как бы, скажем, ну, в моей модели там, по искусственному интеллекту, я вам говорил, да, была положительная связь и обратная, или отрицательная обратная связь. Аналогичная модель. Смотрите, теперь в этой конструкции, что интересно, что женщина приходит к такому интересному выводу, надо как-то материализовать вот это все дело-то. Я же богиня, я хочу материализовать вот это состояние сама. Я же богиня, вот это творчество, я хочу родить это творчество. И поэтому-то ей говорят, что ты будешь рожать в муках. Но в муках она, творческих муках, понимаете? То есть она ищет пути, как внутри себя создать этот плод творческий, вот этого дитя, этого зачать, и как его сотворить там, как его создать таким царем, да, царем, Богом таким создать, да. То есть ей нужен царь, но ей царь нужен свой, или свой там Бог такой, вот она его должна родить. И вот это и называется муки. Для мужчин это муки творчества, да, в материальном мире, в труде, да, а для женщин это муки рождения вот этого плод как творчество, ее собственное творчество. Ловили? И смотрите, что происходит тогда. Она-то, получается, ей девчата не нужны абсолютно, рождать девчат, то есть себе подобных. Ловили? Соперниц молодых. Ей необходим сын, чтобы у нее был сын. И она ищет каким способом в племени каким. То есть тут много мужества, скажем так, по-русски, по нашему лексиконе. То есть у нее много половых партнеров, много мужчин, из которых она собирает вот это творчество, понимаете? Вот это творчество, то есть в близости с этими мужчинами она собирает такое творчество. То есть как бы происходит вот эта же обратная связь, только в мужчинах и женщине происходит. Уловили? То есть вот это энергетический обмен, и эта половая связь, это близость, и женщина зачала там ребенка. Да? Вопрос этот такой интересный, потому что в Библии говорится, что там у первых там было там, ну, пишут, два сына было, да. Это же нонсенс, да. Они достаточно долго жили. Почему у него было там 2 сына, там, вот и дали им имена, и 2 сына, вот один растениями занимался, другой скотоводством занимался, и вдруг они тут что-то не угодили там, кому-то не угодили там и так далее, поубивали друг друга там и так далее. Ну, то есть 2 ребенка это как бы нонсенс, правильно? Ну, вот в нашем обществе, если бы мы представляли себе. Соответственно, единственный вывод, почему было только 2 ребенка. То есть была женщина,
богини. И она сотворила, двух ребят, которым принадлежность была, которые сотворить дальнейший мир, царство создавать. Да? Смотрите, что я хотел еще здесь отметить. То есть и дальше переход общества на следующий этап, называем его родовое общество. Да? Мы говорим, что существует такая иерархия развития, племенное общество, это первобытное общество, мы называем, да? Это в нашей классическое понимании. А родовое общество, вот это уже более развитое общество, мы говорим. Но на самом деле это все, тоже пропаганда, да? Пропаганда, которая принижает роль женщины, да? Потом происходит какое-то время, и мы понимаем, что происходит борьба. Вот здесь вот происходит борьба, вот потому что она влияет сюда. Соответственно, здесь материализация происходит, уплотняется материализация, и материальный мир на него начинает влиять. Соответственно, что влиять? Духи, да, и духовные сущности, или демонические сущности, да, или какие-то ангелы мы еще называем, да, или какие-то другие боги там мы называем, говорим, вот многобожие произошло, и говорим, вот эти другие боги, вот эти боги и так далее. То есть начинает это уплотняться, вибрация. Соответственно, вот эта роль мужчины необходимо повысить его здесь, да, повысить, потому что ощущается реальная опасность. Реальная опасность в настоящем моменту. И тогда женщина говорит, да, давайте мы передадим мужчине, пусть теперь он воюет с этими сущностями. Правильно? Потому что я-то богиней стал, и это все уплотнилось, как бы не совсем позитивное развитие получилось. И мы тогда создаем, что говорим? Мы говорим родовое общество, которое патриархальное, которое уже военизированное, которое имеет будущее какое-то там, борьба за власть, там, за ресурсы какие-то и так далее. Но то есть ресурсов стало меньше почему-то, да, то есть были там говорили, вот вы пойдете в эту землю, и там будут огромные плоды, такие яблоки огромные, такие плоды большие, да вы вообще там земля обетованная, там реки молочные, там берега кисельные, огромные плоды, там вообще жизнь прекрасная. Куда это все делось? Спрашивается, да? Это же все было прямо было. Куда делось? Вот сюда делось. Богиня повлияла на момент. Видите, обратная связь. Она почувствовала, что она несовершенна, понимаете? То есть чувствование, восприятие по сравнению с этими плодами, с творениями, с этими образовалась у нее какая-то ревность, там, допустим, да, ревность к этому яблочку, да, помните такие сказки про молодильные яблочки там и так далее, волшебные всякие свойства. Так вот, образуется некоторая ревность к материальному миру, и женщина сюда транслирует эту ревность. Эти ощущения своей неполноценности, а скажи мне, зеркальце, кто на свете всех милее, да, все краше там и так далее. То есть проблема красоты возникает. То есть ее не ощущает, что она востребована, что она красива. Мужчина смотрит на прекрасный окружающий мир, наслаждается им, понимаете. Плоды прекрасные вкушают, там, вино пьют, очень хороший виноград вызревает, климат прекрасный там и так далее, пальмы везде растут. Ну, в общем, рай земной практически, да. Но здесь богиня находится, она ощущает свое несовершенство свое, правильно? То есть вот у нее диссонанс такой внутренний происходит. И тогда, конечно, она начинает задумываться в моменте о будущем, вот этот момент. И о том прошлом каком-то. То есть у нее вот это появляется эта проблематика. Проблематика, мы больше не будем здесь создавать прекрасный мир, а мы будем здесь создавать такую вибрацию. То есть этот мир как бы маленько пусть он дальше проходит, вот через нас туда, дальше. Мы здесь будем не совсем материализованные, не до конца. Мы вот здесь где-то, а пусть он дальше, в землю куда-то проходит. В землю проходит дальше, проходит там в космос, потом мы сказали, что космос существует и так далее. А в этом моменте, где мы сейчас находимся,
Мы видим, что мир как-то недоделанный получается. Правильно? То есть вибрация проходит, все монады сюда идет, и мы оказались, а мы где? Холодно, голодно, неурожаи, болезни, всякие там напасти нападают, начинается борьба за власть, борьба за ресурсы. Мужчина становится патриархальным обществом, выходит на первый план войны, мужчины, которые воюют, получают социальные какие-то там иерархии, какие-то собственность получают, ту же женщина получает собственность, да, и так далее. То есть уловили момент. Все. И отсюда мы можем с вами разделить такую, да, идею вашу о том, что возможно, да, вы правильно говорите о том, что да, и евреи очень много принесли в эту цивилизацию своих там достижений, это философии, естественных наук, других современных цивилизаций достижений, которые мы как бы сейчас ощущаем, да? Вы говорите, потому что у них была Библия создана, да? Библия создана. Поэтому в этой Библии как закладываются основы вот этой риторики, общения, поиска истины какой-то и так далее. Правильно? Так вы говорите. Но внутри находится богиня этой Библии. Правильно? Вот, то есть это почему Библия как бы ее трактовка происходит постоянно. Вот что здесь написано, а как это, о чем, а здесь как, а это что имелось в виду, а это, то есть какие-то постоянно недоговорки, какие-то двусмыслицы какие-то. Один видит вот так, другой видит вот так, поэтому допустим, в католической там церкви сказали, нет, давайте трактовать будут только священники, трактовать будут, которые это понимают, это о чем речь, и будут вам доносить трактовку. То есть определенные люди выделены. Вы уловили? Допустим, там в англиканской, помните, церкви, они когда вышли и сказали, нам последних не нужен, мы сами будем Библию читать, да, и читали эту Библию в семье там, и трактовали ее сами и так далее, уловили. То есть вот в чем вопрос как бы внутри, что находится в этой Библии. Так вот, мой комментарий небольшой, который меня мотивировал, вот этот китайский профессор, преподаватель интересный естественных наук. И я до сих пор его смотрю, его видеоролики. И сейчас вот эта концепция вот этой монады, вот этого движения частотного сотворения мира, я понимаю, что мир прошел через нас. Через нас, то есть через нас. Мы сейчас оказались не в этом. Вот мы в конечной точке материального мира сотворенного. Мы поднялись туда выше и оказались не в недосотворенном мире. То есть он недосотворен, недоделанный, скажем так. Потому что у нас здесь находится внутри богиня, которая совершеннее, чем мужчина оказалась. Такая интересная история. И мне в этой истории, конечно, будем продолжать ее рассматривать. Спасибо вам за внимание, друзья. С вами был Виталий.